Джон раскопал могилу своего деда, следуя указаниям покойной бабушки. Открыв потайную дверь, он обнаружил нечто невероятное. Вы не поверите, что произошло дальше. В день похорон бабушки Джон стоял среди скорбящих с тяжестью в сердце. После трагической гибели родителей в автокатастрофе именно бабушка воспитала его. Теперь, потеряв и ее, он ощущал одиночество и пустоту. Когда прощание подходило к концу, к нему подошла пожилая женщина с выразительными глазами. Она протянула ему старый, пыльный конверт. «Твоя бабушка просила передать это тебе», — сказала она. Джон сразу узнал ее почерк, это действительно было письмо бабушки. В нем она писала: «Мой дорогой Джон, если ты читаешь это, значит, меня больше нет рядом. Я оставила тебе сюрприз, который может изменить твою жизнь. Следуй моим указаниям и найдешь сокровище. Только помни, если оно тебе откроется, не держи все себе. Поделись с нуждающимися». В письме была указана могила его деда и упомянута потайная комната. Спустя несколько недель подготовки Джон отправился на кладбище и начал копать. Почва казалась тяжелой, но он продолжал, пока не услышал глухой стук. Под землей оказался люк. Преодолев страх, он открыл его и спустился вниз. Там он оказался в старинной комнате, полной книг, артефактов и мешков с наличными. Джон не мог поверить своим глазам. Огромная сумма денег, о которой никто не знал, была спрятана прямо под землей. Его бабушка действительно оставила ему наследство. Он расплакался от чувства благодарности и облегчения. Эти деньги могли бы изменить его жизнь. Его бизнес-идеи часто терпели крах, и он уже почти потерял надежду. Но, вспомнив слова бабушки, он понял, это не просто богатство. Это возможность изменить чужие жизни. Он долго колебался, размышляя, оставить ли все себе или выполнить ее просьбу. Вскоре он принял решение пожертвовать большую часть состояния тем, кто в этом нуждается. Он связался с благотворительными организациями и начал активно помогать. Его пожертвования позволили детям получить образование, бездомным кров, пожилым медицинскую помощь. Со временем его добрые дела начали вдохновлять других. Волонтеры присоединились к нему, бизнесмены стали предлагать помощь. Однажды он получил письмо от женщины по имени Клара, владелицы одного из фондов, которым он помог. Ее теплые слова тронули его. Они начали переписываться. Несмотря на внутренние страхи, Джон чувствовал, что между ними возникает связь. Вдохновленный сном, где бабушка говорила, что он не должен упустить шанс, он решился встретиться с Кларой. Когда он постучал в ее дверь, она встретила его с улыбкой и блеском в глазах. Они провели вместе день, обсуждая жизнь, цели и благотворительность. Вскоре их дружба превратилась в любовь. Спустя месяцы Джон сделал предложение, и Клара с радостью согласилась. На их свадьбе собрались друзья, семья и коллеги-филантропы. Вместе они посвятили свою жизнь помощи другим, распространяя добро. Оглядываясь назад, Джон понял, бабушкино сокровище подарило ему не только новую цель, но и любовь. Он осознал, что если бы оставил все себе, то потерял бы главный смысл и счастье.